Это видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Тема сегодняшней нашей передачи – диетический стол номер 12 по Певзнеру. Каким пациентам она назначается и от каких заболеваний. Рацион диеты номер 12 применяется при функциональных расстройствах нервной системы. Наиболее часто корректирующее работу нервной системы меню назначается при неврозах, неврастении и нейроциркуляторной дистонии. Также такая диета успешно применяется при хроническом стрессе, расстройствах сна, фобиях и нестабильном эмоциональном фоне. Коррекция меню нужна пациенту независимо от тяжести болезни, будь это обычная бессонница либо эпилепсия. Рекомендации стола 12 могут применяться здоровыми людьми для профилактики нервных расстройств при бессоннице и от перепадов настроения. Советский диетолог Мануил Певзнер определил ряд продуктов, которые оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему. На основании этих знаний он разработал специализированное меню для людей с психическими расстройствами, которое облегчает течение заболеваний. Такой возбуждающей пищей оказались пряности, соленые, острые и кислые блюда. Стол номер 12 предусматривает полное исключение вышеперечисленных блюд из рациона пациента с расстройствами психики. Больному полагается есть небольшими частями, но часто. Всего в день должно быть не менее 5 приемов пищи. Методика предлагает устраивать плотные завтраки, менее плотные обеды и легкие ужины. Если до того, как был назначен стол 12, питание пациента сильно отличалось от общих правил методики, коррекция меню должна происходить постепенно. Резкий переход на диету может нанести дополнительный стресс. Дополнительно из рациона исключают напитки, которые тоже возбуждают нервную систему, а именно кофе, крепкий черный и зеленый чай, энергетики и сладкие газированные напитки. Особенно опасно при нарушениях нервной системы употребление алкоголя. Употребление спиртных напитков совместно с препаратами, применяемыми в лечении расстройств психики, смертельно опасно. Крайне желательно избавиться от никотиновой зависимости, если такая есть. По химическому составу питание пациента должно быть сбалансированным. В сутки рекомендуется съедать по 300 грамм медленных углеводов, например, бобы, крупы и хлеб из твердых сортов пшеницы, 70-80 грамм растительных и животных белков, например, овощи, мясо, яйца, полезных жиров до 70 грамм в сутки. Особенно аккуратно следует обращаться со специями при приготовлении еды. Количество соли тоже нужно уменьшить. Рекомендуемая норма в день 6 грамм. Помимо питания, больной должен выпивать достаточное количество очищенной воды. Норма воды в сутки 30 мг на 1 кг веса. Обычные газированные воды лучше не применять. Периодически полезно употреблять обогащенные полезными минералами воды. Калорийность питания в сутки должна составлять не более 2500 килокалорий. Точную формулу даю в подсказке. Из термической обработки следует отказаться от жарки продуктов в большом количестве масла. Можно их запекать, отваривать, готовить на пару или в мультиварке. Пищу и напитки желательно употреблять в теплом виде. Слишком горячее или холодное нежелательно для центральной нервной системы. Нарушение аппетита – частое явление при сбое в нервной системе. Больной может отказываться от еды или наоборот, очень много переедать. Важно следить за тем, чтобы рацион был умеренным и сбалансированным. В целях улучшения деятельности центральной нервной системы Певзнер рекомендовал вводить в меню больше витаминизированных продуктов. Центральная нервная система нуждается во всех микро- и макроэлементах, в большинстве витаминов. Дефицит одного или нескольких компонентов может стать первопричиной заболевания. В первую очередь, 12-я диета исключает те продукты, которые раздражают центральную нервную систему или не несут никакой пользы. Для 12-го стола запрещены острые специи и приправы, горчица, хрен, соус табаско, острый кетчуп. Под запретом при 12-й диете запрещена любая свежая выпечка и слоеное тесто. Также запрещены жареные яйца и яйца, сваренные вкрутую. Нельзя кушать кисло-соленые сыры, например, такие как брынза, а также запрещены напитки, к примеру, такие как мацони. Что касается овощей, то под запретом чеснок и репчатый лук, редис, редька, огурцы, шпинат, щавель, базилик.
При 12-й диете запрещены черный кофе, какао, крепкий черный и зеленый чай. Напомню, что под запретом алкоголь, любые сладкие газированные напитки, энергетики. Также запрещена при 12-й диете соленая рыба и икра, шоколад и любые изделия из шоколада. Запрещены копчености и любые консервы, включая овощные, а также маринады, соленья и любые квашеные продукты. В меню стола номер 12 включается мясо и рыба, их нужно выбирать нежирных видов. Подходит кролик, индейка, курица, чистое филе телятины и говядины, конина и зайчатина. Из морепродуктов можно использовать нежирную рыбу и моллюски, такие, например, как хек, минтай, карп, угорь, мидии, креветки, карась, бычки и многое другое. Готовить мясные и рыбные блюда можно только щадящим способом, такие как отваривание, запекание либо готовка на пару. Хлеб можно только вчерашней выпечки. Подходят любые сорта – белый, ржаной, отрубной, овсяный. По возможности лучше готовить бессолевую выпечку. Разрешаются вчерашние пироги, несдобные булочки и печенье, а также галеты, сушки и сухой бисквит. Молочную продукцию нужно выбирать с пониженной жирностью. Рекомендуется вводить в рацион больше творога и кефира, а также блюда с ними. Можно использовать натуральный йогурт без красителей и вкусовых добавок, цельное молоко, твердые сыры и нежирную сметану. Овощи вы можете кушать все, кроме запрещенных. Привычный репчатый лук можно заменить на лук-порей. Куриные и перепелиные яйца допускаются в ограниченном количестве. В день полагается не более 2 штук куриных или 4 перепелиных. Готовить можно всмятку, омлеты на пару, а также добавлять яйца в блюдо. Растительное и сливочное масло должно употребляться умеренно. Можно использовать подсолнечное, оливковое, кунжутное, льняное и другие виды. Сливочное масло разрешено только в топленом виде. Фрукты и ягоды желательно выбирать по сезону и месту происхождения. Нужно применять не слишком кислые сорта, такие как голубика, груша, яблоко и так далее. А вот что касается напитков, то привычный кофе нужно заменить на менее агрессивные виды. Подходят чаи – липовый, из шиповника, облепиховый, ромашковый. Допускаются специальные сборы трав для нормализации нервной деятельности. Их можно приобрести в аптеке. Кроме этого, можно готовить компоты, морсы и свежевышитые соки. При более тяжелых расстройствах психики и нервной системы, таких как эпилепсия, приступы каталепсии, рацион назначается индивидуально врачом с учетом особенностей течения заболевания и дефицита тех или иных компонентов, то есть витаминов. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новости про здоровье, а также диетические рецепты. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока